Привет, народ! Из каморки Папы Карла. Ну, вот такая вот небольшая каморка Папы Карла, очередная, да? Вот, это вечно из рабочего автомобиля речи толкаю. Очень редко из отпуска. Ну, там, отпуска-то, чё? Неделя-две. Вот, у меня там сейчас вышел ролик. Он вышел на Pocket, я его снимал. На второй. А есть еще ролик такой же про обзор кемпера вот этого Citroёn Corrado V337. Вот. То есть там в 360. Ну, про это рассказывать ничего не буду. Это М60. С Америки ее пригнали. Тут все в милях и в этих температура в этих фаренгейтах. Вот. Ну и есть и в этом, как его, в километрах. Ну, в километрах он на спидометре в милях 200, а в милях 300, в километрах 330. О. Тут особо рассказывать нечего. Я даже еще не смотрел, сколько объем двигателя. Ну, кабриолет. Крышу открывать сейчас не буду. Надо останавливаться до 20 километров. На магистрали не буду. Там я с Граца еду. Там был дождь. Ну, его в баню. Так что я лучше про отпуск расскажу. Там интереснее. В прошлом году у меня было такое первое. Попробовали мы хотели кемпер взять, попробовать, как, чего. Вот, ну, как сказать, или что сказать. В общем, если бы меня кто-то спросил там или сказал, посоветуешь, расскажешь, туда-сюда, там, или плюсы, минусы, да, можно рассказать, но чтобы понять полноту, вот, нужно самому. Нужно самому. Вот, 7-й для обгона переключается на 5-ю. А потом бросаешь газок, включаешь, и включается сразу же 7-я. Вот. Чтобы подхватило крутящий момент, да? Обороты. Раз. Поэтому у нас было много очень и плюсов, и минусов. Ну, и минусов было очень много, потому что первый раз и очень много нюансов, которые не знаешь, которые, ну, вообще не это. И мы решили попробовать второй раз. Вот сейчас второй раз мы поедем 13 числа, тоже в этот раз взяли на 15 дней. В прошлый раз мы брали отпуск на 2 недели, сейчас взяли отпуск на 15 дней и поедем кемпером. Вот. Маршрут мы изменили. То было в прошлом году мы проехали, ну, выехали мы из Чехии, Австрия, Словения, Хорватия, Италия, Германия и опять вернулись в Чехию. А в этот раз мы поедем Германия, Бельгия. Ну, мы поедем в Бельгию. Там же после Германии Франция будет, да? Если я не путаю. Ну, там у нас будет там Бельгия, Голландия на границе. Там городок вот этот, который, я все забываю, он там из 4 букв, который делится, граница идет через дома, через кафе. Вот мы туда хотим. Оттуда начать путешествие и потом поедем вдоль побережья Нормандии. Потому что в этом году было 80 лет высадки. И мы поедем туда, к Сан-Мон-Мишелю. Оттуда по пути, заезжая во всякие что будет попадаться, через Францию едем в озеро, вот Рейнские водопады. Там рядом остров Цветов, как его озеро выскочило с головы. Еще там город Линдау на нем, на этом в озере, блин. Хотел так быстро сказать. И там есть еще, потом вот в Линдау поедем, а потом еще в Германию, ну, не знаю, через Швейцарию заедем. Там есть еще такая ущелье, между скал течет река. Ну и, естественно, по пути все, что будет.
Если будет еще время, еще хотим в Швейцарию спуститься, не в Швейцарию, в Италию, там вниз спуститься. Там все как бы по пути, но не знаю, посмотрим. Получится, не получится. В общем, мы хотим чего? Мы в прошлом году вот эти поняли все эти минусы. И в этом году, в этом году мы хотим эти минусы элиминовать, да, или элиминировать, элиминовать, наверное, правильно. Вот, короче, исключить или по минимуму. Поэтому взяли на один день больше, сразу готовимся, вот, потому что сейчас расскажу, почему вот это так возникло. Мы в прошлом году поехали, я заказал билеты в Плитвицкие озера. И в Плитвицких озерах мы выезжали 16 числа. А я билеты заказал на 16 на 10 часов. И в пятницу меня доцвакла. Ну, бестолковка не работает уже. И я бегом туда звоню, в общем, с горем пополам на было или на 10, или на 8. На 8 не успевали, на 10. Договорились на 10, все, я даже ничего не платил, они просто мне новые прислали и все. И тут я в 9 часов поехал, забрал машину, вот мне ее приготовили, я поехал, забрал, вот, проготовили, чтобы все было в порядке, чтобы я где-то ничего там не случилось, я поехал ее забрал, вот, и проверили, чтобы все было, не дай бог, потому что где-то бегать что. И выехали мы... я приехал в 10 часов, мы быстро все загрузили в салон, в гараж, все. И поехали. Первую остановку мы сделали там через 200 километров, там было. Заправиться, в туалет сбегать, кофе попить такое, там что-то. Это я с Бонькой погулял. Так, сколько я там валю? 130, чтобы не это... А потом... И потом в Словении я смотрю, что... Австрию мы проехали без остановки. В Австрии мне, зараза, как машину, я вот это еще потом приехал, я еще пилюлей вставил. Я говорю, как вы мне проверяли машину? Я говорю, если вы не наполнили мне омывательный бачок. Я потом в Австрии пошел дождь, у меня закончилась вода. Я охренел тогда. Вот, ладно. И потом в Словении нам еще ехать 5 часов. 4, вру. И я ж тебя пускаю. И я И мы остановились на парковку. Вот. Спать. Я говорю, давай, ложимся спать, встаем в 5 часов, раньше в 4 встаем, до 5 все это, чтобы в 5 выехать, в 9 приезжаем, час остается, потому что в час ночи куда-то приехать, где-то бегать, там что-то искать, его нафиг. И тут что самое главное получается, теперь, похавать ты ладно можешь, а теперь ты хочешь лечь спать, все, что там было у нас разложено сзади, вперед. Утром встали, чтобы это все покушать, приготовить, сесть. Это все, что было спереди, назад. Приехали на Плитвицкие озера. Пошли бегом, вот это все, пришли, в 6 часов мы пришли. Приехали в кемпер, я говорю, все, давай, едем в кемпер, все, чтобы остановиться, и берем там 2 ночи, чтобы там все привести в порядок, все. Приехали туда, похавали, и теперь опять вот это все вперед, чтобы идти спать. Но на следующий день мы уже встали и не спеша начали все приводить в порядок, потому что мы туда-сюда. Ребята, вы не представляете, как это вымотало. Это, не передать. Плюс дорога сама, плюс мы там еще сделали тоже ошибку. Когда в Плитвицких озерах были, мы взяли самый большой округ, по которому пройти, все, я в 6 часов был, я уже ходить не мог. Да, ходить, я дышать не мог, блин. Вот.
Поэтому вот эти все вещи хотим, ну, все исключить. Плюс в процессе возникли много таких нюансов, о которых мы не знали. Вот. Например, чтобы парковаться, вот, например, Словения, все, в 10 часов и в кемп. Не имеешь права стоять где-то на парковке. Вот так вот. Но нам повезло, мы этого еще не знали, но есть такие места, куда можешь заехать, там, где дебри жуткие. Но, конечно, там очень, на реках очень много у рек, возле рек, водоемов, там сказочные места, там изумрудная вода, это просто вот этот вот мост, Кудин мост, это просто природа такое создала, а потом люди там доделали, это не передать. Там можешь стоять, хоть ночевать, хоть как, блин. Никто тебя не найдет. Это в такой, ну, это в глуби, в территории, потому что хочу сказать, если все едут к морю, пофиг. Хорватия в плане рек и вот этих водоемов, озер, это не передать. Где бы ты ни остановился, вода, ну, сказка, лазурная, изумрудная, я не знаю эти слова, как назвать, вот. Обалдеть. Вот. А так как, ну, страна бедная, после всего она только там вот в чувство приходит, то, конечно, вся жизнь там, где туристика. Вот, там, конечно, да, там базару нема. Ну и там все вот эти ограничения. И поэтому в 10 часов все, и полиция это контролирует, если по пути. Не то, что она специально ездит по этим стоянкам, все, но если они это знают, что такая стояночка, которая вот классная, туда-сюда, они их контролируют. Вот, ну, мы второй раз... это мы в кемпере были, в кемпе были, а первый раз мы запарковались, там была стоянка, но можно парковаться, и она была платная, но только в сезон. А с 1 сентября все. А мы поехали 14-го, выехали с дома. И мы прямо к морю заехали, стояли, и никто ничего не пришел, никто ничего не там. Но этого мы еще не знали. А вот второй раз они огородили заезд к этой стоянке со всех. Ну, в общем, мы нашли и туда проехали, и ночевали. У моря прям парковка, все шикарно. И потом уже мы, когда оттуда выехали, уже мы поехали в сторону Италии, и начали мы парковаться, искать. Мы еще в один кемпер заехали, да, мы потом после этого мы еще один в кемп заехали, вот я все путаю. В кемп мы еще в один заехали. Да, вот, Сельце, обалденнейший, ну, не передать, крутой кемп, крутой. И потом мы оттуда уже с него, когда выехали, мы там переночевали, отдохнули, покупались еще, вот. Ну, обалденный. И потом мы поехали уже в сторону Италии. И по пути, начали в 5 часов, мы начали искать все, потому что в 5 часов ты должен все останавливаться. Потому что если начинаешь парковаться в 8 часов, в 9, задница, пока то поел, пока приготовил, пока там то сделал, пока что-то скинул видео, фото, все, блин. 11-12 у меня и до 4 утра было, вставал, контролировал, когда сбрасывал информацию. В общем, жесть. Объемы информации жуткие. Ты уже снимаешь на несколько камер, фотки, ну, в общем, телефоны, все жесть. Вот. Поэтому в 5 часов надо парковаться. И вот мы в 5 часов начали искать, и двигались мы в сторону Италии, вдоль побережья, и вот искали, да, и там не было. Заехали в Словению, а то Словении там 100 километров, и в Словении все то же самое, запрещено. Пересекаем мы границу Словении с Италией, 150 метров, первая парковка, можно парковаться с кемпером. Обалдеть, ну было 8 часов, и там прямо, там марина такая небольшая, в общем, классно тоже, и вот мы там запарковались, там кафешечка была такая, все, ну, мы уже приехали поздно, уже она была закрыта, и она от 10 открывалась, но мы уже в 9 уехали, по-моему. Вот, проехали мы потом Триест, заехали в небольшое
Прикол сейчас расскажу. В Дуино мы заехали. Вот. Тоже нашли возле замка невозможно было запарковаться. И мы нашли там, где можно запарковать. Такая большая закрыли машину, все оставили, взяли Бонифация и потопали. И посмотрели мы старый замок, который был построен, ну, он разваленный там на скалах, прям на воде, скала из воды, утес такой. И вот он на нем был построен. Ну, обалденный, развален, классный. А потом пошли в новый. А в новых еще немцы построили, ну, или там, Муссолини, кто он там построил, итальянцы, которые были, бункер там внизу, который выходил. Ну, в общем, там можно было слинять, и чтобы тебя не нашли, выйти там где-то, куда-то там в скале, к воде. В общем, тоже зашел, я пошел посмотрел, все. И, часов 5 мы лазили, наверное. 4 минимум, а часов 5, если не 6, вот. Потому что мы там еще возвращались, там сразу пошли в старый замок, а там, оказывается, надо заплатить, но платишь или наличностью, или наличкой, или наличностью, блядь. Или идешь туда, в общем, в главный замок. Вот, и я пришел, ну и прикиньте, что случилось. Я не закрыл машину. Так вот. Никто, ничего, нигде, блин. Вот все. Ну, что могу сказать? Не закрыл. Вот так. Вот. Оттуда мы потом тоже, после этого замка мы в Тресте остановились, в замке. Потом заблудились. Неправильно где-то там что-то как-то повернул или что, ну не помню. Вот. И как получилось, что мы... тоже, да, в Италии мы там искали, тоже 2 была, а потом нашли, но мы прощелкали, проехали одну дальше, одна была прямо у воды, а мы проехали дальше, там было на парковке выделено несколько мест, 4, да, ну вот мы там запарковались. Ну, как бы, это все первый опыт, вот. Потому что у нас было не запланировано ничего, не это. Я говорю, поехали вот в Плитвицкие озера, а оттуда вдоль побережья и будем. Но нужно иметь хотя бы какой-то небольшой план. Потому что вот мы когда вот в Монфальконе или Мольфанконе, как-то так, вот. Тоже классно, все, и кафешки там, и марина, и море, и все, супер. Вот. Но уже по сезоне, и уже открывались они поздно, и не все, да, но уже все, сезон закончился. Вот, но мы специально это выбирали так. И мы вот встали, и что, куда дальше, да, давай дальше думать. И вот нам поехали в Пизу. В Пизе мы, и вот мы... Но если бы знать было напланировано, значит, потому что мы поели, я еще давай полежу полчаса, там, погуляли, и мы в Пизу выехали в 10 часов. И вот мы ехали через горы, через вот эти все, это просто не передать, это так обалденно, красота жуткая, ну просто не передать. И вот следующий, как бы, зависит от того, как ты хочешь, да, или быстро доехать, или выезжаешь на магистраль и шпилишь, блин. Или же ты вот эти вот чем супер кемпер, вырубаешь платные дороги, исключаешь из путешествий, и вот это вот все второстепенная жизнь изнутри страны, как бы, да, ну не жизнь, а вот эти вот все малюсенькие деревушки, городки, видишь, это просто песня, это просто, я не мог понять, там скалы, дома прилеплены к скалам, ты дверь открываешь, ну вот белая полоса, видите, это вот твой порог, а за ней сразу дверь, ты открываешь и выходишь на трассу, ну понятно, там не магистрали, а такие-то, ну это кошмар, но красота, конечно. Красота обалденная. Не передать эту красоту. Вот. Ну вот. Потом мы приехали в Пизу. Там переночевали. Там приехали в 8. Тоже без проблем. А что еще классно? В Италии без проблем заправиться водой.
там жарко, и поэтому вода там на простой стоянке, там есть вода. И не один кран, а 4. И они нормально, люди даже ходят, набирают, я не знаю почему, вот, в банке там это, ну, там она бесплатно, может, дома, чтобы не платить. Не знаю, ну, это такое. Что первое напрашивается, ну, бред. Пришла 6 бутылок, набрала, нафига, не знаю. Но нет. И потом мы поехали в 9 часов в Пизу, к 9. И возле Пизы парковка, я нормально кемпером, который больше 7 метров, я запарковался. Было место платное, правда, я заплатил, все, но